Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать про инженера, который находится в Шинрарте, если вы не знали, то такое имеется. Про то, как его открыть, что для этого нужно и так далее. Ну что ж, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, СМЯ контент. Поехали. Так вот, что это такое за интересный инженер? Лори Джеймисон. Вы узнали от Лори Джеймисона от Марка Квента. Если что, у меня есть касательно этого инженера видос, так что я думаю, я его прикреплю, и проблем у вас не будет. Дальше. Вы можете воспользоваться услугами Лори Джеймисон, поскольку получили в Федерации пилотов боевой ранг опасный или выше. Вот с этим, друзья, тут довольно серьезно. Это долго. Вы можете это, естественно, бустануть себе по вот этому гайду, который сейчас вылезет подсказочкой быстрой прокачки боевого ранга, а можете просто неспешно, получая удовольствие от игры, рано или поздно вы его набьете. Но все равно это довольно долго, не забываем про это. И когда все это мы уже сделали, нам нужно завести вот эту вот штучку. 25 единиц Эля с Кунги. Интересно. Что такое за Эль? Давайте разбираться. Так вот, разбираемся с Элем. Это у нас сайт Инара. Если не знаете, как сделать его на русском, то вот спускайтесь вниз, ставите. Я думаю, вы знаете, что это за сайт, и ссылочка в описании не обязательно. В общем, нам нужно найти Эль. Заходим в товары. Тут у нас есть два вида товаров. Обычные и редкие. В обычных, друзья, вы это дело не найдете вообще никак от слова совсем. Поэтому нам нужно перейти именно в раздел «Редкие товары». И здесь сортируем все это дело по алфавиту, так будет проще. И в самый-самый низ. И мы видим Эль с Кунги. И тут у нас показано система и, собственно, станция Laplace Ring. Пожалуйста. И мы должны это дело, по идее, найти. Ну, тут ничего сложного. Мы просто копируем это дело и вставляем в систему навигации галактической карты. И летим. Вот та самая станция, вот у нас то самое место. И через службу космопорта заходим вот туда. Потребительский рынок. Как долго грузится. И здесь его нету, потому что я его уже купил. То есть сейчас оно у меня находится здесь. Но прикол в том, что у меня их 24. Я смог купить только лишь 24. А инженер, засранец такой, запрашивает у нас, получается, 25 единиц. Не знаю, это опечатка или же нет. То есть вот видите. И как вы можете заметить, 24 из 25 я завез. Так вот, возвращаемся на эту же станцию. И также, непринужденно, в потребительских товарах в разделе торговли покупаем еще раз недостающее. Продается по 24. Я не знаю, с чем это связано, почему именно это число. Видимо, чтобы мы 2 раза слетали. В общем, берем все это дело, летим к инженеру и сдаем, и открываем. Сразу скажу, вы будете приятно удивлены тому, что он может сделать. Давайте посмотреть все. АПР-очку можем, сканер поверхности можем, очистители, ну, это для майнинга, если хотите, но тут у нас получается, ну, как бы защитная, так что пофиг. Далее, сканеры содержимого. Но тут как бы облегченное, усиленное, защищенное, а вот быстрый сканер довольно неплохо. Правда, дальность фиговая, но возьмите на заметку. Далее сканер дальнего действия и широкоугольный сканер. Неплохо. Идем далее. Щитонакопители. Это очень серьезно, потому что что? Чтобы их прокачать, нужно лететь в колонию, но они там прокачаются лишь в 4 гайки. Тут, друзья, вы можете сделать себе в 3 и не лететь в колонию. Но если хотите еще одну гайку заветную заполучить, то да, тогда придется. Но все же это можно сделать в шинке. Далее. Системы жизнеобеспечения. То есть, как бы облегченная у нас тут тоже есть. И ради 5-й гайки лететь в колонию, как бы, ну, тоже не нужно. А это довольно неплохо. Не считаете ли? Ну, а далее у нас получается топливозаборники. Почему бы, собственно, нет? А почему-то мне не показывает топливозаборники. Странно, почему-то не показывает. Ладно, следовые сканеры. Облегченная, усиленная, защищенная. Быстрый сканер, опять-таки, смотрите. Сканер дальнего действия. И широкоугольный сканер, ну, если вам это нужно. Далее, сенсоры. То есть можно в 5 сенсоры на облегчение здесь зафиксировать. Но не забывайте то, что вам нужно прокачать его.
Это важный момент. Я не знаю, почему там не показывалось. В общем, смотрите, защищенный топливозаборник. Целостность увеличивается, мощность, естественно, тоже. Ну, это понятно. Нужно вам, не нужно, я не знаю, я такое не использую. Ну, все, конечно, интересно то, что он может, но самое интересное — щитонакопитель, система жизнеобеспечения. То, ради чего люди летят в колонию. Да, здесь меньше на одну гайку, но все же. Этого, можно сказать, будет достаточно. Если хотите реально великолепный показатель, то летите в колонию, но это займет какое-то время. Если вот прямо уж прямо, то 2 часа туда, 2 часа обратно. Это если по нейтронному маршруту прыгать. А если своими руками просто из точки А в точку Б выстроить маршрут, будет долго. Если на флотоносце, тоже долго. Так что примите это к сведению. Я буду прокачивать для своей прыгучей анаконды либо крайта все дело непосредственно здесь. А для фитов, где использую банки, тоже здесь. Ну, банки, имею в виду щитонакопители. Но если вы захотите пожать ему руку, так сказать, друзья, то как бы тут у нас тупик. Тут нет никакого лифта. Как вы видите, там различные стеллажи. Прийти к нему в гости не получится. К сожалению, к счастью ли, я не знаю. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous и просто парочку видосиков, и будет 5000. Да, говорю о том, сколько я отснял, чтобы вы понимали, что в этой игре контента очень и очень много, и те, кто говорят, фу, она пустая и так далее, ну, немножечко, наверное, ошибаются. Плюс, многие видосы я структурировал, что это означает. В описании вас еще будет ждать 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, стражи, вооружение, ручное вооружение, комбезы, инженеры, истребители, интересные различные места, сигналы и много чего еще. Того, чего я уже не помню. Реально много плейлистов. Но общая информация в одном большом плейлисте. Да. Плюс будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр, искать компашку, чтобы поиграть хоть в КС-ку, хоть в дотку. Я вас не осуждаю, сам играю в различные игры, как по жанру, так и по сеттингу, как вы это, наверное, уже заметили по стримам. Кстати, жду на стримах. Плюс моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, свои станции, космопорты и так далее. И мы расширяемся. Если хотите в этом поучаствовать, то подробные правила также в разделе соцсети в Дискорде. Да, как минимум шнуры мы не дергаем, ну и так далее. И еще такой момент. Пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.